Всем большой привет. Привет, друзья, это Стас И Лёша. Ох, давненько мы не уделяли внимания Бетти. Да уж, весна уже закончилась, и столько к началу лета навалилось дел. Прямо-таки как и у самой Бетти Багглз, но обо всем по порядку. Напомним, что в прошлой серии Бетти путешествовала по Гранит Фоллс и все-таки сумела найти убежище друида. А друидом-отшельником оказалась ее бабушка Хельга, чьи дневники и записки Бетти находила по всему Гранит Фоллс. Прошлая серия закончилась на встрече Бетти с бабушкой Хельгой. И на том, как они рассказывали друг другу истории и никак не могли наговориться. А после, до того, как Бетти вернулась домой, она пробежалась по убежищу отшельника и насобирала редких насекомых. До завершения одного из заданий челленджа в поход ей недоставало огненного муравья, голубой бабочки Морфа, Блуждающего огонька, трости жука-древоточца и лунного мотылька. Кстати, посмотрите, какой он красивый, с такими роскошными рисунками на крыльях. В общем, всех этих насекомых Бетти нашла в убежище бабушки Хельги и уже расставила дома на полке. Еще она немного половила рыбу и даже поймала редкий вид – горную крылатку. В одной из своих записок бабушка писала, что если Бетти поймает горную крылатку, то из нее нужно сделать чучело, которое сохранить как оберег. Но мы все-таки решили оставить эту рыбу, и, вернувшись домой, Бетти поселила горную крылатку в своем аквариуме. И вот она собственной персоной. Посмотрите, какая важная. Ну что ж, получается, Бетти полностью собрала всю коллекцию насекомых. И за это получила 100 симиллионов и звание настоящего мастера всех гадов. Ей осталось приготовить несколько снадобий, и тогда еще одно задание челленджа будет выполнено. Вернувшись домой, Бетти пригласила бабушку Хельгу к себе в гости. Бабушка приехала на таком вот необычном транспорте. Напомним, что по заданию Бетти нужно подружиться с отшельником и пригласить отшельника из Гранит Фоллс к себе домой на несколько дней, а еще устроить вечеринку, пикник с жареными сосисками. О полном списке заданий мы, кстати, рассказывали в первой серии «Приключения Бетти Багглз». Поэтому их тоже можно посмотреть. Кстати, для такой особой вечеринки Бетти купила и поставила во дворе дома костер и сиденья, а еще сделала кое-что, о чем наверняка будет жалеть. Это точно, она пригласила к себе пожить родителей, пока у нее гостит бабушка. Непростительная ошибка. Помните, как часто родители названивают Бетти? И выслеживают на улицах ее. Да, в общем, проявляют такую гиперопеку. Ну и вот Бетти сама позвала их к себе в гости. И все же это хорошо, потому что бабушка Хельга наконец-то встретилась со своей дочерью, с которой не виделась много лет. Кстати, Бетти теперь не единственный ребенок в семье. Да, пока она путешествовала по Гранит Фоллс, родители не сидели сложа руки. У Бетти появился младший брат. Его зовут Эвот, такое вот имя ему дал рандом. И может быть именно теперь родители будут уделять Бетти не так много внимания, как раньше. Конечно, Бетти поселила родителей в своей комнате, а сама перебралась в соседнюю комнату вместе с бабушкой. Хотя, чтобы выполнить жизненную цель до конца, Бетти нужно провести 5 ночей на свежем воздухе. Палатка у нее есть, так что, может, она проведет ближайшие ночи в палатке на улице. Тем более сейчас лето, не холодно. Может быть, посмотрим тогда. Ну что ж, теперь у Бетти полон дом. Тут и бабушка, и родители, и кричащий младенец. Деньки обещают быть веселыми. Ну так давай скорее начинать. Ну что, вот Бетти уже и с бабушкой на кухоньке общаются. Да, стоят разговаривают, но мы намеренно не снимаем с паузы, потому что у Бетти есть очень важное дело. Как вы могли заметить, бабушка тоже очень ошалевшая. Потому и нам что это надоело. Потому что здесь действует ужаснейший комплекс мер, сочное сообщество, и все ходят ошалевшие и не дают Бетти даже продавать товары на столе для дворовой распродажи. Ну да, каждый раз мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Удавалось что-то на этих распродажах продавать, но было минимуму, да. Но было осложнено именно вот этим вот комплексом мер, поэтому да. мы
сейчас собираемся устроить, так сказать, рейд по улицам города и собирать подписи. И на это у нас есть совсем немного времени. Нам надо собрать 5 подписей до 18 часов. Да. Родители у Бетти уже отправились на работу. Ну, может быть, как раз они ей тоже денег немножко подзаработают. Между прочим, мы продали растения, которые Бетти выращивает в своем саду, и у Бетти сейчас бюджет состоит, ни много ни мало, 3000 симулеонов. Ну, это точно немного, скорее даже мало. А еще же нам, по-моему, надо коммуналочку оплатить. Да, надо оплатить еще коммунальные услуги. Поэтому у нас тысячоночка-то точно убудет. Но ничего страшного. Где-нибудь там, где-нибудь сям мы заработаем. Но предлагаю быстрее отправляться собирать подписи. И для этого нам надо что сделать? Мы уже все это, да? Нет, нам нужно... Нам надо к почтовому ящику. Нам нужно запустить процесс отмены этого комплекса мер. Да. Вот оно, сочное сообщество. Подожди, мы куда-то не туда зашли. Вот, петиция об отмене. Сочное сообщество, и все, Бетти у нас начинает процесс отмены. Давай попробуем начать с бабушки. Родители у нас переехали к Бетти, получается, а бабушка у нас просто приехала погостить, и она такая вот неуправляемая. Ну, что правда, то правда. Неуправляема она была еще, мы по историям из похода Бетти выяснили, что бабушка, да, не очень управляемая. Да. Ну и плюс она не входит под наше управление. Вот видишь, какая она неуправляемая. Бабушка не хочет поддержать Бетти и отменить этот комплекс мер. Ну ладно, ну тогда потому бабушку... что она ошалевшая, поэтому, собственно говоря, на нее полагаться и не стоило. Вот какие-то люди. Бабушку оставляем дома, да, и пойдем тогда по району. О, Бетти звонит ее соседка. Придет ли Бетти к ней пообщаться? Ну, пока извини, конечно, Джен. Дела, Джен, поэтому... Некогда. Бинго. Бетти закончила сбор подписей. Все, отлично. Теперь этот комплекс мер будет отменен. Давай посмотрим, какой у нас тут комплекс мер вообще лидирует. На самом деле, я очень переживал, что мы не успеем собрать 5 голосов, потому что все-таки люди разные, по-разному реагируют, но все-таки нам удалось. И время у нас, практически вот час остался. Был в запасе час, это хорошо. Что мы смотри, успели. Здесь... Похоже, отменяется еще комплекс мер. Гурманы, объединяйтесь. Вообще все комплексы мер здесь отменяются. И, видимо, будет принят вот этот. Тренировки для тела и разума. Да, наверное, что там он подразумевает, что все будут ходить и отжиматься. Это вроде бы все и так делают всегда. Чтобы персонажи в городке занимались спортом, соблюдали гигиену, ухаживали за общим состоянием здоровья и параллельно повышали уровень влияния. Ну, хорошо, звучит неплохо вроде бы. Учитывая, что Бетти у нас заканчивает прохождение игрового набора в поход и начинает дополнение в скором времени на работу, там она как раз будет работать полицейским. И будет повышать свое влияние. И, в принципе, ей спортивный навык очень даже подойдет. Ладно. Пусть будет. Давай тоже проголосуем за него. Ну, хорошо. Да, мы 2 раза могли проголосовать. Да мы можем сколько угодно проголосовать. Давай еще голосовать. Еще. Чтобы уж наверняка он был принят. Да. Все. Ладно, я думаю, достаточно. Сейчас Бетти проголосует. К ней пришла в гости ее подруга Аза Алмазова. Ой, моя любимая алмазная Аза. Родители вернулись с работы. Ох, вот это деньжищ-то они принесли. По 170, по 190 миллионов. Кстати, да. Я думал, они помогут Бетти хотя бы хоть сколько-то еще подзаработать. Как-то не очень. Кстати, счета надо платить. 1200. Ладно. И нам пора устраивать вечеринку. Что от нас хотят? Бетти приглашают на фестиваль «Шутки и забавы». С удовольствием бы сходила, но Бетти необходимо устроить вечеринку. А ты видел, там интересное предложение было? Какое? Не только посетить фестиваль, но и запустить фейерверки. Мне кажется, я понял, к чему ты клонишь. Да, именно к этому я и клоню. Да, у Бетти есть очень такой вот неприятный страх, боязнь огня. Ей необходимо потушить огонь. Какой-нибудь пожар. Да, но чтобы потушить огонь, его как-то надо еще и развести, здесь устроить пожар. И вот мы так посовещались
как-то и подумали, что нужно, возможно, фейерверк зажечь дома, потому что иначе мы не знаем, как развести огонь и сколько его нужно будет ждать, этот пожар в доме. Надо, наверное, развести все-таки это самим. Все дело в том, что, например, ковер рядом с камином положить – это не самое надежное решение, потому что вот так сидеть и ждать, пока это произойдет, да не факт, что оно и так скоро произойдет. А фейерверк более, мне кажется, надежный. И я считаю, что чем дешевле фейерверк, какой-нибудь прям такой самый-самый дешевенький, мне кажется, именно он обеспечит нас тем эффектом, который мы и хотим. Так, у нас написали, что ребенок очень голоден. Да ребенок спит, он не Вот хочет есть. родители пришли и занимаются своими делами. А я знаю, на что родители отвлеклись. Посмотри, какой прекрасный торт на Бабушка столе. приготовила, да. Посмотри, Он как он очень выглядит вкусно красиво. выглядит, аппетитно, прям вообще качество ка- плохое. Знаешь, что мне этот торт напоминает? Ну-ка, покажи-ка бабушку сейчас, мне на секунду переведи ее. А где же ее найти? Вот она Вот, еще вот. один тортик приготовила. О, как хорошо! Ну прекрасно Ты же. посмотри, она как будто эти торты делает из своего фартука. Какой-то они очень похожи цветовой гаммы, по-моему. Выглядит очень аппетитно. Зачем она два этих торта сделала? Ну что ж, мы не можем ждать. Но нам нужно купить фейерверки, у Бетти нет компьютера, а только через компьютер их можно купить. Поэтому Пойдем давай тогда к нашим друзьям, к соседям отправимся, у них компьютер есть точно. Итак, Бетти стучит в дверь, заходит внутрь. Там можно было еще подслушать. Ну, а зачем ей подслушивать? Кстати, наших соседей-то Бетти, может быть, тоже пригласит на вечеринку? Вечеринку? Да, надо вечеринку устраивать. И что там, это же у нас вроде по челленджу самому, Да, по заданию, нашему что челленджу надо необходимо. пригласить друида, отшельника. И устроить, в дом. да, И- вечеринку. Да, поэтому... Пикник с жареными сосисками, надо их будет еще приготовить. Ну что, Вот, давай собственно. дешевые возьмем, да? Да, бери. Вон, за 20-ку, смотри, фейерверк, волчок. Мне кажется, то, что Достаточно нужно. будет, да? Ну, думаешь? давай один возьмем волчок и один, может быть, миномет. Вот это, Да. да, за 35. Да. Вот, и мы же мыслим стратегически, мы же пытаемся предвосхитить все, что нас впереди ждет. А мы знали, что надо вечеринку устраивать, и поэтому... и в том числе надо будет сосиски там пожарить, поскольку Бетти боится огня, то мы вот решили избавиться от страха. Так, предлагаю перед вечеринкой, собственно говоря, устроить... А мне хотелось бы на вечеринке. Нет, знаешь, я считаю, что надо перед вечеринкой устроить такой перформанс, потому что если произойдет пожар, все начнут быть какими-то нервными, начнут прыгать, скакать, уже расслабиться не смогут, плюс наверняка кто-нибудь обгорит, испачкается, еще что-то, будет непрезентабельный внешний вид. А так сейчас мы проведем все необходимые мероприятия и сможем уже оттянуться и по-настоящему хорошо провести время на вечеринке. Да, мы, конечно, выбрали такой несколько изощренный способ избавления от страха. Ну, клин клином, как говорится, надо выбивать, поэтому... Бетти, ты далеко не убегай, ты прям иди сюда сразу же. Слушай, мы его прям будем зажигать здесь? Ну а как? Как бы Бетти еще сама не загорелась. Опасно. Бетти... Все. Бетти уже... Мне кажется, она загорелась. Или нет? Нет, вроде бы нет. Бетти, быстренько тушим пожар. Вот, видишь, почему я и захотел это делать до вечеринки. Потому А что... почему у нас свет пропал? Не знаю. Слушай, все, Бетти избавилась от своего страха. Что Отказ со электросистемы. В этом жилье произошло короткое замыкание. Позвоните владельцу, попросите решить проблему. Ты посмотри, холодильник закоротило, чайник закоротило. Это что же за вечеринка такая будет, где нет электричества? Нам срочно нужно звонить владельцу. Так, предлагаю звонить срочно Фэй Роше. Мне кажется, она тут разберется со всеми проблемами. А пока будет Фэй Роше хлопотать с электрикой, мы сможем быстренько принять душ. Телек, холодильник, чайник, вся электрика сломалась. Жалко, конечно, ковер. Он был такой достаточно милый. По внешнему виду. Ну, знаешь, зато мы избавились от страха.
иногда приходится чем-то пожертвовать, в том числе иногда и ковром. Ну, Фэй, будем мы тебя просить все-таки разобраться с этим и подключить нам электричество. А может, она быстренько все это сделает? Или ей каждый прибор по отдельности надо будет чинить еще? Скорее Возможно, всего, так. да. Но, в принципе, ты знаешь, если у нас вечеринка на заднем дворе с жареными сосисками, вот уже тут Аза Алмазова развела костер, поэтому нам свет-то дома и не нужен. Пусть она делает там все, что нужно. У нас пропало растение, куст вредной бузины. Бетти приняла ванную наконец-то. И идет очень уверенный. Конечно, она уверена. избавилась Со от страхом страха. покончено. Бетти вздыхает с облегчением. Она преодолела свой страх. Больше ничто ее не А сломит. больше никто не приобрел страх из-за пожара, да? Все Отец. нормально? Да, Теперь отец приобрел. А это временный какой-то же страх? А вот нет, не временный, Нет, пока он он теперь самостоятельно с ним не справится. Ну что, давай тогда устраивать вечеринку. Бетти, потому что нужно еще приготовить на костре 2 блюда, а она не могла бы это сделать, если бы у нее был этот страх. Посмотри, какие блюда ей нужно приготовить из жуков. Вкуснятина. Итак, пикник с жареными сосисками, организатор Бетти Багглс, гости, родители, Лору я бы позвал, приглашаем, да. Аза Азочку мою Алмазную, алмазную обязательно. соседи, Джен можно. бабушка, Форель, пусть приходит. А вот Фейроше, если мы позовем, она отвлечется от ремонта всяких своих электроники вот этой. Вот я даже не знаю. Может, не будем ее звать? А то она сейчас да давай бросит позовем. всё. Ну, ладно, хорошо. Ну, Класски, моя конечно. любимая. Она качала Бетти на качелях в Гранит Фоллс. Да, да. Ночью, кстати, под утро. И сейчас она тоже в ночь приходит на А вечеринку. вот Мари Мерсер. Давай ее позовем. А давай. Хочу ее позвать еще. Итак, вечеринка начинается. Бетти, добавляем полено. Давай теперь, Бетти, ты без страха и уверенно можешь добавить полежка. И можно уже жарить жуков. Тем более Бетти голодна. О, Класски Работай, первая Класски. пожаловала на блюдо из жуков. Что, она недовольна чем-то? А что тебе здесь не нравится? Итак, Бетти приготовила одно блюдо из жуков, нужно еще сделать второе. Да, посмотри, достаточно уютно так. Они разместились все на заднем дворе. Тут кто-то жарит зефирки, кто-то танцует. Так, младенец у нас опять плачет. Ну бабушка уже разобралась здесь совсем. Какая бабушка молодец, просто помощница для Бетти. Ну, бабушка, она на то и бабушка. Пироги печет вообще первоклассные. Да. Да, пироги вкусные. Выглядят очень аппетитно. Итак, Бетти продолжает выполнять свою жизненную Супер. цель. Цель Теперь ей выполнена. нужно приготовить 3 превосходных снадобья, определить все неопознанные растения и подружиться с отшельником. Ну смотри, Интересно, определить все неопознанные растения нам надо определить только одно. это у нас получается... Один неопознанный гриб. Вот какой у нас там гриб? Это Вот тот. ложный сморчок, Вот это ложный, а просто это значит сморчок. просто сморчок. Потом нам надо подружиться с отшельником, это значит с бабушкой нам надо подружиться. Видимо, мы еще Они- до конца не сдружились. Да, Как-то- думаешь, что они так и не подружились? Видимо, между ними еще какая-то есть граница, какая-то стена. Ну, давай подружимся. Ну, наверное, чтобы это задание было выполнено, с бабушкой нужно каким-то образом повзаимодействовать, сколько она снадобий здесь приготовила. Ну, надо, наверное, ну вот, Бетти всё-таки... ну подружились. Ну, вот, что вот, тут сделать? вот. Вот, посмотри-ка, Лора тут рассказывает какие-то истории, сидит всем. Хочу обратить внимание на время, что уже идет 3-й час. Вечеринки это, конечно, хорошо, но знаешь, какой главный минус вечеринок? Это то, что хозяевам после вечеринок всегда приходится убираться в доме. Мне нравится, что все гости сгрудились возле костра. Ну, интересно же, все сидят, общаются. Ой, я бы тоже хотел поприсутствовать на таком вот... Летний вечер. На летнем вечере, да. Было бы здорово. Кстати, Бетти, когда ловила рыбу в убежище отшельника, она у нас нашла самоцвет в форме семени. Надо его у нас тоже посадить во дворе. Ребенок так и не дает спать родителям. А им завтра на работу, между прочим, идти. Слушай, Бетти может даже помочь своим родителям, ведь у нее есть Что, бодрящая смесь. Одна? 2? 2, как раз для родителей. Давай-ка Бетти сразу с ними и поделится. Слушай, какая хорошая вещь. Бетти тоже понадобится эта бодрящая смесь, она уже отправляется спать. Вечеринка прошла отлично, превосходно, поэтому гости начинают уже расходиться 4 часа утра. Да уж 4:30. Ну и Бетти отправляется спать.
С добрым утром. У Азы продолжается вечеринка, правда, она уже как-то не в таком веселом настроении. Все разошлись, только вот одна Аза Алмазова сидит у нас. Отец тоже собирается на работу. Между прочим, бодрящая смесь, которую приготовила Бетти, очень даже всем помогла. Ну, не так, чтобы очень сильно. Но, тем не менее, все-таки помогла. Бетти самой нужно еще сделать себе тоже такую же бодрящую смесь. Но, посмотри, света у нас так и нет в Ну доме. да. Ну, почему у нас есть наше солнышко, наша Аза алмазная, которая в 9 утра еще до сих пор не ушла. Корзина для белья уже переполнена. Появились клубки пыли. Пыли в доме много, свет отключился. Вот что значит большая семья собралась под одной крышей. Да, на столе просто посуда стоит, уже благоухает. Мусорка переполненная. Вон там какие-то тоже мусор какой-то валяется. Да, беспорядок полнейший. Эта семья, да, приехала погостить к Бетти. Ну, Бетти, посмотри, какая у нас образцовая сестра. Да, сестра хорошая, а вот меня больше беспокоит все-таки вопрос с электричеством. С электричеством нам нужно что-то срочно делать. Давай тогда еще раз пытаться позвать Фэй. Может быть, она поможет все-таки нам исправить эту проблему. Ну, она вроде нам что-то починила, даже вроде бы работает холодильник, что там еще работает, телек вроде работает. Да все должно работать, но света так и нет. Фэй Роше скоро придет, и внезапно у нас появился свет. Фэй пришла, озарила просто все помещение своим присутствием. Вот она сила семейства Диор. Да. Ну и отлично. Все, наконец-то свет у нас есть, с комплексом мер мы разобрались, теперь осталось только вот с этим беспорядком в доме разобраться. Меня знаешь только что беспокоит? Сколько еще собирается Аза Алмазная просидеть около костра? Да ну пусть сидит, ей там нравится. Нет, мне просто интересно, сколько она еще будет там сидеть. Кстати, у нас в комментариях спрашивали, действительно ли бабушка является отшельником, и действительно ли бабушка-отшельник приходится Бетти бабушкой. Да, бабушка Хельга действительно отшельник, и она действительно бабушка Бетти. Все это чистая правда. Да, вот можно посмотреть по родословной Бетти, она мама ее мамы Бренды. Вот, так что... Бренда это мама Бетти. Ох, этот торт, эти два торта очень аппетитные. Ну, тем не менее, бабушка приготовила их для Бетти, для своей внучки. Смотри-ка, Аза Алмазная продолжает здесь веселиться. Да, и ей все нравится, ее все устраивает. Давай ее не будем отвлекать, а просто проверим, сколько она еще продержится так. Сейчас Бетти займется приготовлением снадобий, и ей еще необходимо посадить сморчок. А что у нас пропал куст вредной бузины, да? Давай-ка его тоже посадим. А может быть, Бетти сразу и семечко посадит, вот это, самоцвет. Бабушка здесь наготовила, конечно, и снимающий стресс отвар. Зато качество великолепное. Посмотри, сколько она снимающих стресс отваров приготовила, и все для Бетти, но она понимает. Мне кажется, да, она что-то знает об этой жизни. Да, она понимает, что Бетти будет непросто эти дни с родителями под одной крышей, с плачущим младенцем. Этим мы могли убедиться просто сегодня с утра, когда у нас не было электричества, у нас везде были горы какой-то немытой посуды, мусора и плачущий еще младенец. Да, поэтому отваром таким... Надо вместо тортика было завтракать этим отваром. Аза Алмазная все, не выдержала. В 12 часов дня, в полдень, она все-таки как-то решила уже пойти. Для нее вечеринка закончилась, хотя, посмотри-ка, нет. Она пошла наверх. Может быть, сейчас и вернется к костру. Итак, Бетти начинает готовить зелья. Ей необходимо приготовить 3 зелья превосходного качества. И сейчас она готовит для себя бодрящую смесь, чтобы все-таки восполнить свою энергию. Она тоже не выспалась из-за этой вечеринки. Да, зелья против стресса у нас предостаточно. Очень много. А вот чего-нибудь бодрящего нам не хватает. Ну и, кстати, Бетти необходимо приготовить все оставшиеся зелья, какие она еще не успела.
сломалась плита. Ну что, интересно, Бетти сможет ее сама починить? Нет, подожди, не надо. Ее же сейчас Ну, с учетом успехов Бетти в навыке механика, в скобочках никаких, я соглашусь. Да, это опасно. Любишь копить барахло? И я Она могу может помочь разобрать. разобрать. Давай, пусть она нам поможет. Ее все-таки ударило током, посмотри-ка. Ну, хотя мы не видели, как ее ударило током, но это, тем не менее, произошло то, что ты всегда боялся. Да. Где там наша соседка? Подожди, не надо. Надо ее позвать скорее. Она еще нас ждет, Пусть приберется немножечко. Это от Бетти такой идет просто дым какой-то. Ну, ее немножко поджарило, вот и идет дым. Так, ну ладно, давай посмотрим, что там Бетти нужно еще приготовить, какие снадобья оставшиеся. Ну, зелье от крапивное зелье, крапивовый... Экстракт крапивы, Экстракт да? Вот крапивы, да. Крем для укрощения ярости, нам необходим помидор. О, надо бы его купить. Также мы еще не приготовили удобрение из смеси грибов, но почему-то здесь оно не выходит даже. Ну ладно, нам еще необходимо приготовить эликсир плодородия, но Бетти еще не достигла 10 уровня. Почти, прям немножко еще осталось. Ну пусть Бетти тогда еще себе бодрящую смесь приготовит. Хорошее, кстати, зелье, ей вполне оно пригодится и в будущем. И она уже частично выполнила тоже жизненную цель. Ей необходимо теперь достичь 10 уровня в навыке траволечения, найти 15 насекомых. Опять насекомые, надо их искать. Мы же все нашли виды, все открыли. Сколько там было этих насекомых? 21 вид, и мы всех нашли. И опять, что ли, искать? И спать в палатке 5 дней. Ну, Бетти-то это только в радость. А до 10 уровня нам осталось совсем немного. Последний раз мы смотрели, там было 73%, и получается около, там сколько, 18, да, процентов, получается... Да все уже, 99%. О, слушай, сейчас мы получим галочку, и будет у нас 10 уровень. О! Новая черта характера, и она достигла 10 уровня в навыке траволечения. Вот это задание тоже нашего челленджа. Ну, посмотрим, сможет ли она сейчас приготовить эликсир плодородия. Сможет. Ты посмотри, что здесь произошло. Бетти добросовестно готовила зелья и выставляла их на полочке. Но вот стоило только открыть дверь для всех посторонних, но она открывала ее для бабушки, чтобы бабушка могла попасть сюда, в эту комнату, и переночевать здесь. И как бабушка кто-то, все выпила? Ну, не знаю, бабушка или кто-то сюда зашел и забрал эти зелья, может быть, их и выпил, может быть, это сделали родители. А как это вообще? Это нормально они себя чувствуют? Для того, чтобы завершить эту жизненную цель, любитель свежего воздуха, Бетти все-таки нужно поехать в Гранит Фоллс, чтобы еще насобирать насекомых, хотя подожди-ка. Здесь 4 появилось. Как интересно. Да ладно. Может быть, нам и не надо ехать в Гранит Фоллс? А в палатке нам все равно надо будет ночевать. А в палатке спать нужно. Смотри-ка. И все. Упс. Мы выполнили задание, даже не выходя из собственного дома. И осталось только 5 дней спать в палатке. Вот это уровень. Уровень читерства. Но это не читерство. Бетти все-таки нашла всех насекомых, весь 21 на самом вид. деле это логично, потому что я еще подумал, опять нам собирать этих насекомых, снова бегать по лесам и вылавливать вот этих вот пчел и муравьев, которые еще и жалят к тому же. Но я надеюсь, Бетти когда-нибудь у нас все-таки выберется опять в Гранит Фоллс, и мы снова насладимся этими прекрасными дикими лесами. Мне там понравилось. А я думаю, выберется обязательно, потому что там такой прям релакс. После какой-нибудь суматохи туда хорошо выбраться и отдохнуть. Так что я думаю, что Бетти не прощается с этой природой. Ну что ж, сегодня Бетти тогда у нас спит в палатке. Мне, кстати, кажется, что Бетти вполне себе за вот эти пару дней прям таки перевыполнила свой личностный план. Очень неплохо она была результативной достаточно. Ну что ж, Бетти раскинула палатку, и пора ложиться спать в палатке. Возле дома она прям это делает.
Бетти села за дневник и решила вспомнить, что с ней приключилось за эти несколько дней и запечатлеть прошедшие события на бумаге. Ведь кто знает, может спустя года и сами потомки Бетти отправятся по ее следам, чтобы, как и она, как и бабушка Хельга, открыть для себя просторы Гранит Фоллс и те потрясающие впечатления, которые готов подарить каждому путнику этот зеленый уголок. Бетти выполнила все задачи, которые перед собой поставила. Она полностью освоила траволечение и изготовила все 13 целебных снадобий, которые поставила на полку. Кстати, как сделать удобрение из смеси грибов, она тоже узнала. Оказывается, нужно было узнать рецепт этого зелья у отшельника-друида, и бабушка с радостью им поделилась. Также Бетти достигла жизненной цели – любитель свежего воздуха. Она воссоединилась с природой и приобрела новые черты характера – жаворонок и борец за выживание. А еще она выработала образ жизни на свежем воздухе. Что, как не природа и свежий воздух, могут даровать неиссякаемый запас энергии? Каким обладает такая девушка, которая с весельем смотрит в будущее? В своем дневнике Бетти вспомнила, как смотрела на звезды, устраивала потасовки в лесу с медведями, охотилась за насекомыми и встречала множество интересных людей с их неповторимыми судьбами. Да, она будет скучать по Гранит Фоллс, по этим диким лесам и пению птиц, по журчанию ручья и лесной прохладе. Бетти пообещала себе, что обязательно сюда вернется. А впереди ее ждет еще множество приключений, которые начнутся совсем скоро. Стоит только перевернуть страницу дневника, чтобы открыть новую захватывающую главу приключений Бетти Багглс. Все только начинается.